Куда делись 200 миллиардов долларов? Их украли. Вот посмотрите, вот все. Где деньги, Зин? ЕС освободил Венгрию. Видимо, Путин что-то знает, чего мы не знаем. Засаживает ему со всего маха. Скоро Евросоюз развалится, венгров прижучат, но денег уже нет. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет! Сегодня на канале номер 1 про бизнес и деньги внеочередной новостной выпуск. Очень много важных новостей накопилось ко вторнику. Ну что, готовы? Тогда поехали. Впадает в транс и не заботится о потомстве. В Омском зоопарке показали, как ведет себя молодая мама чилийская белка. Она родила детишек, 5 маленьких детишек, да, и бросила их на произвол судьбы. Занимается, вот, кайфует в свое удовольствие, а эти детишки без нее мучаются. Поэтому, ребята, не будьте как белка чилийская, понимаете, не бросайте своих детей. Воспитайте, образуйте их, научите, отправьте в Play School, в Рыбаков Play School, чтобы у детишек ваших шанс был. Не влачить вот это жалкое существование и 90% своих доходов тратить на самое необходимое, да, а 10% потом пробухать еще и так далее. Все, нуждаться постоянно. Нет, позаботьтесь, не будьте как чилийская белка, будьте людьми. Экстренная новость про замороженные резервы. Ребята, сейчас слушайте внимательно, потому что, возможно, это изменит ваше представление обо всем сразу. Итак, вы помните, да? Запад утверждал, что он заморозил 300 миллиардов резервов, российских, да? Мы все это слушали и слышали. Центральный банк подтверждал, что из тех 600 миллиардов долларов, значит, вот 300 заморожено на Западе. Но что сейчас получилось-то? Страны коллективного Запада собрались, и вдруг выяснилось, что они заморозили, или удалось им найти и заморозить только 100 миллиардов. То есть где 200 миллиардов, о которых они говорили, непонятно. Где деньги, Зин? Может быть, их уже заморозили и как обычно. Ребят, возникает очень много вопросов. А те 600 миллиардов резервов, о которых отчитывался Центральный банк, они-то вообще есть или их тоже нет? А если они есть, то где? В общем, ни хрена непонятно. Давайте разбираться вместе. Итак, вариант первый. Значит, как по бухгалтерии бывает. Резервы начислены, да, аудиторы подтверждают, что там резервы есть, потом вдруг какой-то случай, и выясняется, что резервов уже давно нет, все уже давно использовано или украдено, да. Это первый вариант, что резервы по бумагам есть, но реально их никогда и не было. Вариант второй, что резервы есть и деньги как бы были, но пока вот эта вот мутная замута, то их украли. И теперь как бы на бумаге-то резервы есть, но денег уже нет. Куда делись украденные деньги? Потому что просто так это шило в мешке можно там утаить, хотя поговорка утверждает, что шило в мешке не утаишь. Утаишь еще как. Но куда делись 200 миллиардов долларов? Ребят, это сумма просто фантастическая, да? Версия третья. Центральный банк, российское правительство, зная, что вот пахнет жареным, они, сохраняя вот эту вот игру, взяли и перепрятали резервы. То есть создавая вот видимость того, что вот да, они там волнуются и так далее, все это время они пересовывали резервы в другие карманы. Вы знаете, из этого кармана в этот, и типа, вот посмотрите, вот все. Вот я вам выдал 3 версии, могу дальше продолжать, у меня очень много версий, но я хотел бы сейчас послушать, а какие у вас версии? Напишите мне в комментарии. Друзья, и у меня есть для вас отличное предложение. Знаете, есть надежные места, куда размещать свои резервы. Там, будучи размещенными, куда твои резервы превращаются, в доходы. И в такого нового тебя, которого ты давно хотел. Вот и все. Представляешь, во-первых, у тебя резервы остаются, более того, они расцветают пышным цветом, превращаются, в желаемое. Вот это, конечно, двойная, тройная польза, да. Поэтому я приглашаю тебя 4 февраля на ежегодный международный саммит Конфедерации сил и сообществ. Люди, да, среди которых я становлюсь более актуальным, чем я был вчера, люди, среди которых я богатею так быстро, как вы сами можете только вот подмечать, вот это все и есть мои резервы. Более того, я именно таким образом формирую свою оснастку жизненную, чтобы резервы мои
они всегда давали дополнительный доход. Поэтому 4 февраля приходите, да, на праздник проявленности, да, на вот этот вот праздник, ежегодный международный саммит Конфедерации сил и сообществ. Главная сцена будет на этот раз в Крокусе, да, поэтому тот, кто в Москве, обязательно приходите. Тот, кто в России или в мире, приезжайте в районе 4 февраля, берите билет, встретимся в Крокусе. Путин подписал закон о федеральном бюджете на 3 года, до 2025 года. Видимо, Путин что-то знает, чего мы не знаем. Если подписал на 3 года бюджет, с другой стороны, это подход в условиях турбуленции. Пусть будет и иллюзия ясности, но именно на этой иллюзии будет сверстано там планирование, бюджеты госмонополий, стратегических каких-то отраслей и так далее. Иначе сейчас эти отрасли даже планировать свою деятельность не могут. О чем говорит документ, который подписал Путин? Этот документ предусматривает дефицитный бюджет в течение 3 лет, при этом дефицит должен снизиться с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% в 2025. Опа! Основным источником покрытия дефицитов станут государственные заимствования. А вот теперь становится яснее. Важно, что в 2023-2025 годах вырастет объем госдолга России. И по итогам 2023 года он составит 25 триллионов рублей, в 2024 — 27, а в 2025 — 29 триллионов рублей. Вот здесь становится ясно, что, в общем-то, Путин подписал закон, который, в общем-то, разрешает финансировать, да, дефицит бюджета за счет, так сказать, внутреннего заимствования. То есть государство будет набирать долги. Скорее всего, у физиков что набирать? У физиков как бы денег нет, мы знаем статистику. Там, у 1% населения какие-то сбережения есть, там большие, у там 7%, средние там вообще небольшие, а у 90% населения денег нет. Вот у тебя есть деньги, ты смотришь мой канал, давай так, больше 3 миллионов есть рублей? Напиши, если есть. То есть таких людей в России очень мало, поэтому, скорее всего, государство будет финансировать дефицит бюджета, заимствуя у кого? У госкорпораций. Получается следующее, это, как говорится, собака, которая гонится за своим хвостом, но в принципе именно так построены экономики так называемых развитых стран. Да? Они научились производить деньги из денег, то есть многократно производя долг на долг, то есть деньги из денег. Да? Такое возможно в современных финансовых системах. Я очень рад, что правительство предполагает финансировать дефицит экономики, бюджетный дефицит за счет долга, но мне кажется, объемы маловаты. Дело в том, что большинство таких продвинутых экономистов уже сейчас сказали, для того, чтобы в России был необходимый тот экономический, хотя бы рост, развитие новых производств, я сейчас не говорю рост ВВП, я говорю хотя бы компенсационное, появление новых производств, которые компенсируют выпадающие какие-то, да, то необходимо около 10 триллионов рублей вливаний. 10 триллионов. Поэтому не 27 должен быть госдолг, а 37. А в следующий год не 37, а 47. Тогда экономика будет расти. Вы знаете, вот, например, в коммерческих компаниях все очень просто. Если, например, выручка компании 50 миллиардов рублей, им надо вложить очередные 10 миллиардов рублей, чтобы построить новые заводы, фабрики, чтобы у них выручка приросла, например, на 10 миллиардов рублей. Понятно? Корреляция очень четкая. Смотри, ты вкладываешь 10 триллионов рублей в российскую экономику, да, у тебя получается новый ВВП. Если ты не вкладываешь, у тебя не получается. Поэтому откуда взяться экономике в России? Необходимо находить источники новых денег. Эти источники только долговые заимствования. Только вопрос в следующем. Если создать 10-15 триллионов новых денег, кто будет осваивать эти деньги? Если опять эти деньги попадут в финансирование госкорпораций, то эффективность этих проектов будет, стремиться к нулю. Необходимо все-таки когда-то прийти в точку, когда дополнительные деньги, произведенные из долгов, будут финансировать показавшие свою дееспособность компании, средние и крупные, у которых есть действенность и результативность. Вот и все. Но если эти 10 триллионов попадут к тем, кто единственное, чем отличается, это освоением бюджета, и галки, да, что вот отсчитались, бюджет освоили, тогда это приведет к инфляции. В чем ужасная плохость, когда деньги украли? Знаете в чем? Дело в том, что на выделенные деньги не построено новых производств, не появилось новых продуктов, понятно? Новых рабочих мест не появилось. Они как бы одноразово
плюхнулись и их, смотри, и они вышли где-то и увеличили, ну, как бы наплыв денег, ну, то есть снизили покупательскую способность, вообще говоря, денег, вот и все. Но ежели только эти 10-15 триллионов рублей попадают к экономическим агентам, которые построят новые заводы, проекты и так далее, ребят, то на эти 10 триллионов, да, ВВП будет расти, новые рабочие места и так далее. Ну, в общем-то, все это понимают, но закрутить эту экономическую машинку, видимо, не так-то просто. Поэтому нет способов вырваться из этого, ну, из этой петли неудачника, кроме одной — сделать ставку на себя, произвести деньги, отдать экономическим агентам, которые доказали свою, ну, репутацию и действенность, ну и все. И дальше работать. Я говорю, работать! Они У побережья Турции возникла пробка из танкеров, да, после введения потолка на российскую нефть. Теперь суда не могут получить страховку, если перевозят российскую нефть по цене выше, чем $60 за баррель. В общем, в первый день действия потолка, 5 декабря, в турецких водах застряло аж 19 танкеров с сырой нефтью. Представляете, сколько их там будет через 2-3 недели? В общем, все эксперты, аналитики говорят, что будет точно сейчас какие-то новые катаклизмы, и вот эти вот застрявшие танкеры, они приведут, ну, как на какое-то влияние, да, на мировые цены на нефть, потому что вот эти потоки нефти, которые идут из России, это, конечно, существенный фактор влияния на мировую логистику, на перераспределение там потоков, на цену и так далее. Ждем, посмотрим, потому что я об этом уже заявлял, и вот это началось. На самом деле, давайте так, сейчас рано о чем-то говорить, но то, что заварушка будет, это точно. ЕС освободил Венгрию от соблюдения потолка на российскую нефть. Представляете, какие фразы, да? ЕС освободил Венгрию. Такое ощущение, что там тюрьма. Да, и вот эта тюрьма выпустила временно Венгрию на свободу. Но дело в том, что Евросоюз стремительно превращается из конфедерации, союза независимых государств, в федерацию. Все больше и больше вещей, ну, как бы в Евросоюзе делается, ну, так сказать, ну, коллективно-принудительно. То есть ЕС принимает решение, а потом навязывает всем странам, ну, как бы выполнение этого решения. Ну, венгры сами говорят, что для них, например, введение потолков на цену нефти и прерывание потоков вот этих поставок нефти из России очень критично, и поэтому венгры вот стояли вот напрочь, что вот, ну, не будем голосовать за это. Долго ли будет Венгрия своевольничать? Я абсолютно уверен, что венгров прижучат, венгры будут соблюдать вот этого решения ЕС, и это сейчас временные такие, знаете, маневры, дырочки и мостики, которые пока остаются для того, чтобы, ну, успеть перенастроить там логистические потоки и так далее и тому подобное. Вот некоторые, конечно, аналитики говорят, вот в Евросоюзе там плюрализм мнений приводит к тому, что скоро Евросоюз развалится и так далее. Ну, ребят, давайте так, ну неправда это. Дело в том, что Евросоюз идет по понятному сценарию, по которому шел когда-то Советский Союз. Когда он подчинил центральные власти, центральной политике, естественно, все 15 республик, 15 сестер. Вот и сейчас Евросоюз подчиняет своей воле, ну, как бы все страны, входящие в Евросоюз. И Венгрия, которая пока там как-то вот так вот колышется и так далее, но она тоже подчинится, просто через какое-то время. Ситуация усложняется, и давление усиливается, и Евросоюз идет последовательно, знаете, раскатывая вот такой вот каток на отделение от ну, России. И вот между Россией и Европой будет такой вот мощный экономический барьер, скажем так. Просто готовьтесь жить в таком состоянии. Все люди, которые не жили во время холодной войны между Советским Союзом и, ну, Западом коллективным, ну, конечно, не помнят этих времен. Хотя тогда, в общем-то, существовал примерно такой же вот барьер. Ну все, экономики разделены, все вот разделено, да, и проникновение сквозь этот барьер — это такая, ну, редкость там и так далее, и очень сложно будет его преодолевать и так далее. Вот, в принципе, эти барьерные механизмы создаются, просто сейчас не времена там 70-е, 80-е годы прошлого века, сейчас другие времена, но в этих условиях создания барьерных механизмов, ну, вот происходит, мы видим новую реальность. Обустраивайтесь в этой новой реальности. Понятно, да? Алексей Кудрин сообщил о переходе в Яндекс. Он займет должность советника по корпоративному развитию и будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга.
Цитата. «Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России IT-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди». Так заявил бывший глава Счетной палаты. Вот Яндекс сейчас не то чтобы непросто, а очень сложно. С одной стороны, это инфраструктурный технологический гигант, с другой стороны, такая высокая зависимость от международной политики, потому что огромное количество ограничений там, на новые технологии и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, это такой вызов. Этот вызов проявит самые сильные черты, которые, возможно, есть в культуре Яндекса, но они еще не проявились. Они как будто бы ждали момента, чтобы проявиться. Вот этот момент настал. Я хочу пожелать и Яндексу, и всем людям, кто в Яндексе, и Алексею Кудрину, чтобы получилось. Дело в том, что я прямо заинтересован в этом, потому что у меня есть там небольшой пакет акций Яндекса. Вот, поэтому я с вожделением смотрю на, чтобы Яндексу получилось. Ибо если не получится, акции будут падать в цене, дешеветь, и вот, а я этого не хочу. Поэтому, если у вас тоже есть акции Яндекс, и вы тоже волнуетесь за Яндекс, напишите мне в комментарии, вот, будем с вами волноваться вместе. 46% россиян ждут повышения зарплаты в 2023 году и не дождутся. 44% российских компаний не планируют повышать зарплату, показал недавний опрос. Вот так. Так ожидания в который раз уже разошлись с реальностью. Да. Интересно то, что ядром тех, кто очень активно отвечает на такие опросы, являются люди с зарплатой около 80 тысяч рублей. Видимо, люди, у которых меньше, там, существенно 80, они заняты другими делами, да, но они там копают, там что-то, работают. А те, у кого больше сильно 80 тысяч, они не ходят и не отвечают на эти вопросы, у них там тоже другие вот дела. Поэтому, видите, данная выборка, она всегда, охватывает какой-то определенный сегмент людей. Я вообще говоря считаю, что 80 тысяч, например, для Москвы, это, конечно, мало. Маловато. Здесь на 80 тысяч можно только концы с концами сводить. Для начала, там, для стажеров более-менее приемлемо, но дальше как бы это мало. Поэтому, конечно, я очень хотел бы, чтобы люди повышали свою способность сгенерировать недостающий кэш в желаемом объеме. Понимаете? Чтобы удовлетворить свои, needs, свои там первоочередные там хотелки, да, и самое главное, сформировать резервы финансовые, 10%, помните, от доходов, и от 10 до 30% направлять в свое личностное развитие, свое развитие по способности зарабатывать больше, проявляться по-другому и так далее. Да? Я уже не буду напоминать вам про «Предприми себя», ссылка здесь всегда под этим выпуском будет. Тот, кто хочет вырасти в доходах, у тебя один шанс — идти на «Предприми себя» и получить вот эту вот таблетку для роста твоих доходов. Да? «Предприми себя» — это таблетка для роста твоих доходов. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после того, как Григорий Лепс и его охрана избили посетителя бара. В общем, история такова. Представляете себе бар, паб, там люди подбухивают и играют в нарды. И, видимо, не просто играют, а на деньги, ставочки там и так далее. Нелегально, кстати, нелегально, сразу скажу, без лицензии, потому что все такие вот эти вот ставки там и так далее, это вот. Лепс заходит в этот бар тоже вот под этим делом. Вы понимаете, да? Играет, и вдруг предлагает посетителю сыграть на 10 тысяч долларов. Тот отказывается, говорит: я не богат. И Лепс засаживает ему со всего маха и так далее. Но это так рассказал потерпевший, в общем. Как было на самом деле, я не знаю, следствие там будет разбираться, А потом, да, они вышли на улицу, вы знаете, как это, пойдем, выйдем и так далее. Они вышли на улицу, и пока охрана Лепса сдерживала этого парня, Лепс, так сказать, я что могу сказать? Очень часто вот эта вот известность и слава вытаскивают людей на такое вот ощущение вседозволенности, безнаказанности. На самом деле творчество Григория Лепса мне нравится, но иногда, смотря на то, как он бухой выходит на сцену, падает со сцены, как он ведет себя, на некоторых корпоративных выступлениях, плюет на публику, и вот эти вот выходки, я считаю, недостойны. Поэтому давайте так, я не призываю вас, но сам я на концерты Лепса никогда не ходил и ходить, в общем, не собираюсь. А вы, кто ходил, да, вы можете тоже ответить вот так называемым эмбарго. Эмбарго
походами, значит, на концерты Лепса, раз. И напишите ему в соцсети тоже: Григорий, ты не прав. Вот и все. Ну а вот этому парню, которому, если он действительно предложил там 10 тысяч долларов там сыграть, и тот отказался, ну, инициативно, Григорий, предложи ему 10 тысяч долларов, вот как бы, и, ну, чтобы он, так сказать, успокоился. Тем более ты наверняка тоже ему заехал, и, как говорит это следствие, ты ему нос сломал. Вот в виде моральной компенсации инициативно 10 тысяч долларов ему зашли. Во всяком случае, я бы так урегулировал этот вопрос, и я предлагаю следующим образом: особо не поднимать дальше эту тему, а закончить ее на том. И Григорий, конечно же, этого не сделает, как я понимаю, потому что, ну, харизма не позволит, вот это, слишком большая харизма. Однако, Григорий, если ты меня слышишь, я тебе так скажу: лучше сейчас быть более теплым, чем более колючим. Нам и так в обществе колючести хватает, вот слишком ее много, вот от этих санкций международных и так далее. Вот. Ну и хочется закончить этот выпуск тем, что давайте все-таки вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.